Хром. Хром у пациентов с диабетом второго типа понижен. Хром нужен для повышения активности инсулина и снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с избыточным весом. Уровень хрома уменьшается с возрастом. Добавки 200-100 мкг хрома в виде пикалината улучшают контроль уровня глюкозы. Также добавки пикалината безопасны, а хром из продуктов плохо усваивается. При первом типе диабета хром, цинк и магний понижают сахар и от осложнений. И при их недостатке также трудно контролировать сахар. Установлена связь в Швеции у детей с низким потреблением цинка и диабетом первого типа. Также проверка на Сардинии, где больше всего диабетиков первого типа из Европы, подтвердили связь, что уровень диабета первого типа и низкий уровень цинка у детей. Также дефицит нарушает равновесие выработки инсулина. Цинк поможет и для профилактики, и для лечения. Но также без цинка бета-клетки поджелудочной железы перестают развиваться. Цинк снижает риски диабета второго типа, и цинк необходим в добавках, потому что из пищи он очень плохо усваивается. Сардиния, Англия, Скандинавия – это все почвы, бедные цинком, а Финляндия стоит на втором месте по числу заболевших первым типом диабета. Но все-таки надо быть осторожными, потому что вот тут одно небольшое исследование, хоть там и было 37 пациентов, но все-таки передозировка тоже может вызывать диабет первого типа. Медь. Вот тут обнаружили, что медь как раз повышена у диабетиков. Не знаю, тут дальше не приводится ничего, но могу даже представить, что, может быть, поскольку тут не написано, какой уровень цинка был, потому что цинк и медь, они антигонисты. То есть, если много меди в организме, значит, мало цинка в организме, и наоборот. Поэтому здесь не уточняется. Тоже осторожно. Магний. Магний у диабетика второго типа понижен, особенно у тех, у кого плохо контролируемый гликемический профиль. Дефицит ухудшает инсулинорезистентность. Низкое потребление и повышенная потеря в моче являются наиболее важными механизмами. И делайте, конечно, анализ волос, потому что по крови магний не определяется. Если у вас в крови магний нормальный, то все равно пропейте. Это ничего не дает такой анализ. Также, то есть, если у вас больше сахар, тем больше магния у вас истощается. Дефицит связан с осложнениями, такими как плохие показатели ЭКГ, гипертрофия сердца, связан с растяжимостью аорты, аритмией и более быстрым снижением функций почек. Дефицит приводит к диабету второго типа. Нехватка не у диабетиков приводит к повышенному сахару, и вы не сможете пройти тест на толерантность к глюкозе. Так что выбирайте магний, и, конечно, лучше хелатные его формы, они лучше усваиваются. Ванадий. Пациенты с диабетом первого типа получали 50-100 мг 3 раза в день в течение 30 месяцев. Суточная доза инсулина снизилась с 37,2 до 25,8. Но также снизился сахар натощак и холестерин. Но вообще-то я бы, наверное, советовала начать принимать с небольших доз, попробовать, потому что многим плохо от него становится. Ну и насколько я помню, вообще ванадием лечили еще до открытия инсулина. То есть вообще он довольно-таки сильный. Бенфотиамин. Это жирорастворимая активная форма витамина В1 с высокой биодоступностью. Он обязателен пациентам с диабетической полинейропатией. 320 мг бенфотиамина в течение 6 недель, и уже на 3-й неделе были улучшения. Ну и даже в меньших дозировках были результаты, но в больших просто было эффективнее. Уменьшалась боль и другие параметры. Витамин В6, но только его активная форма ЛП. Она как раз противодействует образованию продуктов конечного гликирования, генотоксичных соединений, которые связаны с диабетом.
ГЛП участвует в метаболизме глюкозы, снижает осложнения, как нефропатия и ретинопатия. Диабетикам он вообще обязателен, потому что там в другом месте даже написано, что резкая нехватка витамина В6, она вообще вызывает остановку поджелудочной железы, то есть она резко перестает вырабатывать инсулин. Поэтому или проверяйтесь на В6, или дополнительно его принимайте. Биотин, скажем так, одна группа диабетиков первого типа, ей давали биотин с инсулином, в контрольной группе было плацебо плюс инсулин. И через 3 месяца у кого был биотин, снизился сахар натощак и гликированный гемоглобин. Холестерин также снизился. А в группе плацебо эти показатели наоборот выросли. Марганец. Марганец у диабетиков и у пациентов с нарушенной функцией почек понижен. Марганец часто не хватает при обычной диете, и дефицит вызывал аномальную толерантность к глюкозе, пониженный хороший холестерин, проблемы с костями, плохой иммунитет, также марганец антиоксидант. И дефицит в организме очень трудно оценить, нету точного анализа. Марганец усиливает действие инсулина и стимулирует выброс инсулина, а это и при первом диабете, и при втором поможет. Также он улучшал эндотелий, поэтому обязательно принимайте марганец тоже. Альфа-липоевая кислота для лечения нефропатии у диабетика второго типа. 4 месяца длилось исследование. Первая группа, которая 6,6 лет от начала болезни, вторая группа 5,4 года от начала болезни. Улучшения были в первой группе на 56,4%, в другой группе на 43,1%. У всех пациентов в начале была парестезия. И более ощутимый результат был у пациентов с хорошим гликемическим контролем. Следующее тут также это и при первом, и при втором типе диабета 300-600 мг улучшали невропатию через 3 месяца лечения. И только одному пациенту из 100 не помогло. Но также эта кислота понижает сахар. А если вы ее принимаете, особенно длительное время, то добавьте обязательно биотин, потому что у них один транспортер, а это опасно, если биотин понижается, он тоже отвечает за сахар. Вообще, насколько я тоже знаю, в Германии это официальное лекарство, которое лечит как раз-таки нефропатию. Поэтому, может, даже некоторые говорят, я слышала, что там в Германии лечат диабет. Может быть, этим они и лечат его. Улучшения, конечно, есть. Витамин. В комбинации с метформином улучшал все показатели и улучшал окислительный статус. Лечение длилось 12 недель. В настоящее время все доступные препараты при диабете не улучшают окислительный стресс, поэтому необходимо принимать антиоксиданты. В исследовании, где было 500 мг С-витамина в день, там не было никаких улучшений, а помогло только 1000 в день. И у них даже немного увеличился С-витамин в крови, но, скажем, не намного. Там следующее у нас идет, это как раз и с комбинацией, например, с Е-витамином. Они также улучшали все анализы, повышался глутатион, который отвечает за тоже как раз-таки, чтобы не было антиоксидантного такого стресса. И особенно Е-витамин, он необходим те, у кого проблемы с ногами. Это просто обязательно нужно. Я вам оставлю такую ссылку на такую книгу. Здесь на русском, и как раз диетолог описывает все, что она вообще сама видела и как она работала с пациентами. Очень интересно здесь, не длинная статья, почитайте. Здесь как раз про остальные витамины. Например, недостаток витамина В5 как раз после дозы инсулина может так упасть, что может возникнуть инсулиновый шок у диабетиков. И также, например, большая необходимость в калии, особенно если тяжелый ацидолиз. Калий падает. Также недостаток калия и В12 является причиной продолжительного высокого уровня сахара в крови. При нехватке В1, В12, В5 инсулин не может производиться.
Например, здесь при гангрене давали 3 столовые ложки лецитина и Е-витамин, и результаты были намного лучше. Нехватка А-витамина очень распространена. Даже 16 единиц в день давали уже значительное улучшение. Ну, тут она описывает еще случаи, как, например, мужчина начал изначально лечить простатит, 4 грамма С-витамина и цинк. Но после того, как вылечил, у него вообще, то есть убрали инсулин после такого лечения. Также ожирение печени лечат лецитином, витамином В12, С, Е и серосодержащими кислотами, аминокислотами, ну, например, НАК. И уже через 6 недель улучшались результаты. Так что советую прочитать это. Ну вот здесь вот как раз тоже написаны травы, которые помогают при диабете. Здесь там и лук, и черный тмин, женьшень, расторопша, особенно у тех, у кого проблемы с печенью, ну, пажитник, джимнема. Ну вот сейчас на некоторых из них я остановлюсь поподробней. Так, вот это растение джимнема сильвестр. Это вообще оно такое одно из самых сильных с антидиабетическими свойствами. Помогает также в борьбе с ожирением. Кислоты в составе задерживают всасывание глюкозы в крови, снижают тягу к сладкому, стимулируют поджелудочную железу. Благодаря этому происходит увеличение выделения инсулина, что необходимо при первом типе диабета. Помогает инсулину проникнуть в клетку уже при втором типе, да. Ну вот, например, на iHerb здесь есть, конечно, сейчас почему-то маленький выбор, а так здесь очень большой выбор. И тут есть где и 25% кислот в составе, и где 75%. Поэтому немножко можете подождать или выбрать вот такие варианты. Прополис и маточное молочко. Ну вот тут как раз при диабете первого типа. Эта комбинация снижает уровень аутоантител у пациентов с диабетом первого типа, длительного течения и в фазе декомпенсации. Также здесь улучшали все анализы и параметры. Но наиболее заметный результат был, когда болезнь не более 5 лет. Ну, тут применение различных добавок у детей с диабетом. Тут описываются ферменты различные, которые улучшают состав крови, подавляют воспаление. Но нужно принимать длительно. Но тут они описывают препарат вабензим, но я уже, конечно, советовала, что все-таки покупайте на iHerb эти все ферменты, потому что там получается намного дешевле, чем этот вабензим. Также инулин, которого очень много, например, в топинамбуре, корни одуванчика, лопуха, артишоки. Они также понижают сахар и улучшают желудочно-кишечный тракт. И они должны, конечно, присутствовать постоянно в рационе у таких больных детей, ну и вообще у больных диабетом. Также здесь омега-3 кислоты, которые подавляют деструктивные процессы. Ну, про лецитин здесь описано, что он тоже восстанавливает поджелудочную железу. Поэтому лецитин тоже обязательно, особенно детям, растущему организму. Горькая дыня. Горькая дыня обладает одним из сильных тоже антидиабетическими и гипогликемическим эффектом. Стимулирует выработку инсулина. И растение более эффективное, чем препарат толбутамид. Также содержит инсулиноподобный компонент, который имитирует инсулин человека, который опять-таки очень важен при первом типе диабета. Но также улучшает параметры при втором типе диабета. Но единственное, ее нельзя беременным. И вот, например, на iHerb тоже такой довольно-таки здесь большой выбор. Так что выбирайте. Пажитник. Ну, пажитник, наиболее эффективная была доза 1 грамм на килограмм. И она не была токсична. Ну и дальше здесь также и описывается, что поскольку от синтетических препаратов так много вредных побочных эффектов, что надо искать другие варианты. Пажитник поможет и при первом, и при втором типах диабета. В исследованиях был этанольный экстракт. Поэтому, конечно, вы можете подбирать сами дозировку. Не знаю, ну, конечно, сахар падает, да, но и также тут еще описывается, что, например, снижался сахар на 39,3%, а, например, препарат глимепирид на 41,7%. Ну, как бы небольшая разница, но, в принципе,
Пажитник, он есть и на iHerb, но, конечно, дозировка здесь огромная должна быть, да. Вы можете, в принципе, купить, сами сделать, траву купить и сами сделать этанольный экстракт, или чай делать, или можете так сухое растение в порошке есть, или, может, у вас будет улучшение от маленькой дозировки, то есть это вы должны пробовать. Ну вот, например, корица, она контролирует сахар, да, но, например, 1 грамм в день не дал вообще никакого результата. Но и были другие исследования, где 2 грамма в день, вот оно уже понижало сахар через 40 дней у диабетика 2 типа. Поэтому, если вы хотите пробовать с корицей, то вам должна быть все-таки такая большая доза. Берберин. Ну, берберин это тоже алкалоид, выделенный из растений. Например, метформин, это изначально он тоже был выделен из козлятника аптечного, и он тоже алкалоид. Берберин давали диабетикам 2 типа, 500 мг 3 раза в день. Результат был точно такой же, как и метформин. Исследование длилось 3 месяца, и уже через неделю было снижение сахара, и инсулина, и гликированного гемоглобина, и холестерина. Но у 34% были разные желудочно-кишечные расстройства. Тогда дозу уменьшили до 0,3 мг, ну и они же исчезли. Но дозу, правда, понизили те, у кого был метформин тоже. Поэтому, ну, смотрите, конечно. Но вообще, все-таки берберин, он везде пишется, что он очень сильный такой препарат, точно такой же, как и там синтетические лекарства, там еще с какими-то его сравнивали, везде он такой был очень сильный. Но проблема, конечно, пейте, например, берберин только с расторопшей или силимарином, потому что все-таки он плохо усваивается, поэтому лучше с расторопшей его принимать. Спирулина. Спирулину давали диабетикам 2 типа. И то есть там была дозировка 2 грамма в день в течение 2 месяцев. И у них снизился сахар в крови натощак, уровень глюкозы после еды, и было значительное снижение гликированного гемоглобина. Аминокислота аргинин. Сахар она не понизит, но подавит гипергликемические повреждения. Аргинин стимулирует выработку оксида азота в организме. А оксид азота, он понижен у всех диабетиков, и он отвечает за состояние, эластичность сосудов, расслабляет все сосуды. И если у вас проблемы, например, с нижними конечностями, то он улучшит там кровообращение. Ну, также он отвечает за понижение давления, поэтому его тоже обязательно добавьте, особенно если у вас такие осложнения уже. Ну и, в принципе, из аминокислот еще таурин тоже как бы диабетикам помогает. Ну, смотрите там сами, там, смотря какие дозировки, опять-таки.